Добрый день, уважаемые подписчики и гости канала. В этом выпуске главное оружие Анны Щербаковой, Камила Валиева собрала в себе все лучшие качества учениц Тутберидзе. Уникальная возможность увидеть в действии сразу два супер-трио из группы Этери Тутберидзе на взрослом международном уровне. Тещака Александра Трусова, Анна Щербакова, Алена Косторная и Вух, Камила Валиева, Дарья Усачева и Майя Хромых. Друзья, хочу вас ознакомить вот с этой статьей, пишите в комментариях свое мнение об этом. Парадокс, олимпийский сезон еще не успел начаться, но многие уже прописали сценарий, возможно, главной битвы грядущего года. Анна Щербакова на протяжении нескольких сезонов выступает на высоком уровне, подходит к играм в статусе лучшей фигуристки мира. Тот результат, которого добилась Анна Щербакова в этом сезоне, не может не впечатлять. 2 победы на этапах Кубка России, исторический прокат в произвольной программе на чемпионате страны, который принес фигуристке звание 3-кратной чемпионки России, 1-е место на Кубке Первого канала, и победные выступления на чемпионате мира 2021 в Стокгольме. И вишенка на торте – золото в командном первенстве в Осаке. 6 стартов, 6 побед. Без каких-либо сомнений, это пока лучший сезон Анны Щербаковой. Но говоря об этом впечатляющем достижении, нужно делать акцент не на количестве побед, а на том, каким образом они добивались. Анна, как и многие фигуристы в этом сезоне, столкнулась с определенными проблемами со здоровьем. В ноябре фигуристки диагностировали пневмонию, серьезное заболевание не прошло бесследно, контент фигуристки стал слабее. Еще в прошлом сезоне Щербакова почти без каких-либо проблем могла выполнять 2, а иногда и 3 четверных прыжка в произвольной программе. В нынешнем не то что с 2, даже с 1 четверным Ане не всегда удавалось справляться. Однако, несмотря на очевидные трудности и определенный спад, она на протяжении всего сезона давала результат. Для сравнения, у той же Алены Косторной, которая перенесла вирус, сезон полностью пошел под откос. Анна, в свою очередь, даже с болячками все равно продолжала быть лучшей. Ее основным соперницам ни разу не удалось приблизиться к ней. В таком случае задается вопрос, если Щербакова на классе разбиралась со всеми, будучи не в лучших кондициях, разве ей не удастся проявить себя, когда она окончательно восстановится? По словам хореографа группы Тутберидзе Даниила Глейхингауза, к командному турниру в Осаке Щербакова готовилась уже почти в полную силу, это было заметно и по выступлениям на турнире. Дальше межсезонье, у фигуристки будет время, чтобы окончательно окрепнуть и поработать в том числе над усилением контента. Если она восстановит хотя бы 2-й четверной, то с ней бороться будет очень непросто. Уровень конкуренции в современной женской одиночке очень высок. Чтобы оценить весь масштаб конкуренции, достаточно будет одной фразы: на данный момент на 3 олимпийские квоты претендуют как минимум 7 фигуристок из России. Однако в этой массе сильных и действительно качественных спортсменок, напомним, на недавнем чемпионате мира наши девочки заняли весь пьедестал, явной соперницей Щербаковой можно назвать только одну фигуристку. Дарья Усачева очень стабильная и компонентная, но не имеет пока в своем арсенале ни одного элемента ультра-си. Майя Хромых, наоборот, очень нестабильна, только под занавес сезона смогла приземлить 2 квада, но пока это не дает никаких гарантий. Александра Трусова, пока нестабильна, Елизавета Туктамышева не нравится судьям ни своим, ни чужим, Алена Косторная, пока не восстановилась после провального сезона. Что же, остается только Камила Валиева. Эту талантливую девочку, которая собрала в себе все лучшие качества учениц Тутберидзе, уже давно вписали в ряды фавориток Пекинской Олимпиады. Она компонентна, она пластична, она технично владеет 3 элементами ультра-си. Но несмотря на целый список достоинств, есть одно серьезное обстоятельство, которое вызывает опасения. Справится ли она с давлением, которое на нее будут оказывать в преддверии грядущих игр? Вспомните начало нынешнего сезона, Камила очень осторожно и не без проблем в него входила. Как раз тогда появились первые разговоры о том, что статус фаворитки как будто мешает Камиле демонстрировать максимум своих возможностей. Правда, к середине сезона все эти разговоры сошли на нет.
Но перед Олимпиадой внимание и давление будет гораздо больше. Справиться, будет бороться за золото Пекина. Этот сезон показал, что никакие трудности не могут сломить Щербакову. И дело не только в характере, но и в умении собираться в самый нужный момент, так называемый навык последнего старта. Она может болеть, еле дышать, срывать все прыжки на тренировках, но выйти на соревнования и выдать максимум, так было почти на всех стартах этого сезона. В этом главное оружие Анны Щербаковой. Несмотря на то, что об окончании мирового вируса никаких объявлений пока не было, мир потихоньку возвращается к привычному ритму жизни, пусть и с медицинскими протоколами. То же самое касается и спорта. Футбольный чемпионат Европы уже точно пройдет со зрителями, с болельщиками на трибунах будет проведена и Олимпиада в Токио. А Международный союз конькобежцев ИСУ уже составил календарь соревнований на будущий сезон, расписав все старты вплоть до чемпионата мира. Серии Гран-при среди юниоров по фигурному катанию 2021. Из-за вируса в прошлом сезоне юниоры преимущественно только тренировались, ИСУ отменил как серию Гран-при, так и чемпионат мира. Теперь же юные фигуристы официально возвращаются на международный уровень. Начнется Гран-при в Куршевеле, завершится отбор в Линдсе. А еще юниоры заедут в Красноярск. Из-за санкций ВАДА нашей стране запрещено проводить крупные международные турниры, однако на серию Гран-при это не распространяется. Серии Гран-при по фигурному катанию среди взрослых, 2021. Для любителей женской фигурки грядущий Гран-при — уникальная возможность увидеть в действии сразу два супер-трио из группы Этери Тутберидзе на взрослом международном уровне. ТЩК Александра Трусова, Анна Щербакова, Алена Косторная-Ивух, Камила Валиева, Дарья Усачева и Майя Хромых. С высокой долей вероятности вся эта шестерка и отберется в финал серии, который, как и у юниоров, пройдет в Осаке. Серия ИСУ Челлендж по фигурному катанию 2021-2022. Челленджеров будет 10, но все наше внимание устремится на два турнира, в Аберсдорфе и в Пекине. Первый интересен тем, что именно на нем будут распределены оставшиеся квоты на Олимпиаду, ну а те фигуристы, которые в октябре приедут в Пекин, одними из первых опробуют олимпийский лед. Пекин примет зимние Олимпийские игры с 4 по 20 февраля 2022 года. Российские фигуристы имеют наибольшее число квот среди всех. Мировое первенство состоится во французском Монпелье с 21 по 27 марта 2022 года. Чемпионат Европы примет Таллин с 10 по 16 января 2022 года. Чемпионат России состоится в Санкт-Петербурге с 21 по 26 декабря.